С начала лета отечественные звезды начали радовать поклонников снимками из отпусков на море. Одни удивили выбором купальника, другие – неожиданной позой для снимка. Говорят, что если нет фото в купальнике в Инстаграме, значит, не отдыхала. Этот принцип знаком каждой российской звезде. И мало кто из известных актрис, певиц, телеведущих, может отказать себе в удовольствии сделать шикарный снимок на пляже, тем более, когда есть чем похвастаться. Неважно, насколько и по какому поводу знаменитость оказалась в теплом месте, на берегу моря или океана, но раздеться и сфотографироваться просто обязана. Светлана Иванова, которая совсем недавно стала мамой во второй раз, живет сейчас у моря, в Израиле. Возвращаться актриса, судя по всему, пока не собирается, о новых проектах, в которых намерена сниматься, тоже молчит. Света общается с поклонниками в социальных сетях. Она выкладывает фото окрестностей и свои портреты. В том числе, и кадры с пляжа. Изображение убегающей вдаль Светланы на фоне закатного солнца произвело настоящий фурор, фанаты восхитились стройностью артистки. Будто не родила вот прямо только что, писали они ей. Ксения Бородина устроила себе небольшой отдых в Италии. Компанию телеведущей составили подруги. В первые дни с погодой не очень везло, и самым смелым нарядом звезды стали короткие шорты, а потом стало солнечно, и Бородина надела сплошной, черный купальник, который еще больше подчеркнул ее подтянутое тело. Кажется, никто так часто не балует своих подписчиков сексуальными фотографиями, как Анна Седокова. Многодетная мама уверенно демонстрирует свои формы и разнообразные купальники, от ультрасмелых бикини до блестящих боди. В этот раз Седокова показала вид сверху. Поклонники отметили, что она выглядит горячо. Дочь Игоря и Ольги Крутых, 32-летняя Виктория, в 2015 году стала мамой. Молодая женщина никогда не была излишне худой, но всегда много занималась своей фигурой и выглядела с каждым годом все лучше. Виктория с мужем и дочкой много времени проводит в Америке, живет там большую часть года, в том числе в теплой Флориде, в Майами. Не мудрено, что в жаркие дни Вика наслаждается солнцем и океаном. Иногда она показывает снимки в красивых купальниках. За это часто подвергается критике. Подписчики считают, что она недостаточно стройна. Впрочем, многие защищают Крутую, она не толстушка, а сочный персик, от нее невозможно глаз оторвать. Она – совершенство форм, пишут ей. Ольга Бузова позволяет себе отдыхать крайне редко, ее рабочий график перегружен.
Но порой, именно по долгу службы, Ольга оказывается в жарких живописных местах. Поэтому она радостно делится откровенными фотографиями с Сейшельских островов. Анфиса Чехова продолжает худеть, занимается йогой, отказалась от сахара. Именно поэтому она все чаще с удовольствием надевает раздельный купальник и рассказывает своим подписчикам, где купила такой, чтобы пышная грудь отлично смотрелась. Наталья Рудова не раз была признана одной из самых сексуальных актрис своего поколения. Поддерживать фигуру в тонусе ей помогает спорт. Частые поездки на море сопровождаются жаркими кадрами. Поклонники в восторге от купальника цвета переспелого персика. Яна Рудковская обожает путешествовать. Чаще всего она отдыхает на Мальдивах. Оттуда продюсер привозит десятки пляжных снимков в купальниках. А если на пару дней приехала на Лазурный берег, то может одним фото ограничиться, но обязательно бикини будет в стиле цвет настроения синий от бренда подруги Натальи Якимчик. Елена Темникова с дочерью отдыхала в турецкой Анталии. И каждый день своего отдыха она радовала поклонников фотографиями в купальниках разных цветов – желтого, черного, ярко-розового и фиолетового. Артистки предпочитают показывать себя с разных сторон. Вот Анна Семенович продемонстрировала фигуру сзади, а Ирина Дубцова позировала как Афродита. Одна выбрала классику – черный купальник, другая – сложного цвета тепленого молока с вишневым сиропом. Виктория Бони и Лена Шишкова, уверенные в себе красавицы и не боятся ни смелых купальников, ни откровенных поз. Но обе показали изгиб своих стройных тел, одна выбрала для этого лимонный купальник боди, другая откровенное бикини, в котором следует очень осторожно загорать. Анастасия Волочкова обычно, надев купальник, тут же садится на шпагат, выбирая неожиданные места для демонстрации растяжки. Но иногда она позирует в своем любимом ядовито-желтом крохотном бикини у бассейна. Она встает так, чтобы были видны ее длинные ноги. Дочь Ариадна тоже уже начинает перенимать у мамы искусство эффектно выглядеть в купальнике. Между Оксаной Самойловой и Полиной Гагариной немного общего. У одной 3 детей, муж музыкант, у другой пока 2, и она сама артистка. Единственное, что роднит этих женщин, минус трепетное отношение к своей внешности. И Оксана, и Полина стараются заниматься спортом. Пресс у обеих отличный, поэтому они выбирают раздельные купальники.